Раз, два. Сайнбайну Артек! На связи солнечная Монголия! У меня ассоциация с Монголией была это большая пустыня, то, что там очень жарко. Но на самом деле оказалось, что это не только пустыня Гоби, но и горы, степи, луга. Но я представляла то, что мы будем рядом с городом Улан-Батор, большая столица, высотки, многоэтажки, все современное, вся инфраструктура и так далее, и так далее. Но когда нам говорят, что лагерь находится в 800 километрах от Улан-Батора, и я представляю, что будет что-то такое серьезное, интересное и необычное. В Монголии мы проводили такие программы, как Артек Медиа, медицина, русский язык, традиции русские, песни Артека, танцы Артека, а также постарались запустить такие профили, как туризм и немножечко театра. Там получается 4 небольших корпуса, где живут дети, столовая, место, где они выступают, у них называется клуб. Вот, типа маленькая спортплощадка. Получается лагерь как на ладони. Ты сидишь с одного угла, видишь абсолютно весь лагерь. Мы написали программу, и все расписано было по времени. Наша программа медотрядов, медицинский отряд Артека, это программа адаптирована для детей, то есть все то, что им реально может в жизни пригодиться. Практическая часть, которая им была успешно преподнесена, и дети у меня, в общем-то, хватались, все это делали, перемотки, все вот эти повязки, все виды помощи. Притом я их учил, я говорю, ребята, не обязательно иметь бинт какой-то классный медицинский, не обязательно шина там вот это, а вот то, что есть. Я приносил шины из там кусок старого стула, там строительный мусор, чтобы они видели, что это вот все вот тут, оно рождается, хватаешь вот и делаешь. У нас было на площадке баскетбол, все, и мальчика подвернул ногу, и вдруг у меня кто-то из малых этих подбегает, и вот как я рассказывал, они вот тут хопа, хватают на стулочку, они его дотаскивают, садят, тут снимают кроссовок, тут уже у него где-то там появилась такая лента, где-то, может, пояс, я так и не понял. И он уже вовсю шпарит, повязку уже делает, вот такой слеза умиления, что ну не зря ж я потел. Дети отличаются тем, что они простые, они не избалованные. Мы в Артеке ведь всегда следим за детьми, а там свободно. Они прям свободно могут передвигаться по территории лагеря. У них маленький заборчик прям, и они никуда не уходят. И если вожатый вышел на улицу, их позвал, они со всех сторон прибегут вовремя. Что сказал старший, они это обязательно исполнят, прям безоговорочно. Реализовали разные наши мероприятия. Это «Веселая Спортландия», театральные конкурсы. И массовки наши тоже включали, и наши артековские песни. На русском не говорят, учили название песни, и нам подходили и говорили: извините, а можно повара, пожалуйста. Замешиваем тесто, и в печечку вот так, и в печечку вот так. Ура, ура, печи! Да, сложности были, сложности языковые. Вот никак этот язык не заходит, знаете, это очень непросто. Английский знают не все. В старших классах дети проходят русский язык, но тоже некоторые плохо говорят, поэтому сложно. Мы простейшими такими словами общались, но сложно все равно. И просто настроить себя на это. Еще у них очень специфическая еда, у них везде мясо. У них, в принципе, молоко и мясо, все остальное, наверное, какая экзотика. Поймали, порезали, сварили, ешь. А приправа, соль, все. Будущим делегациям я дам такой совет: берите все с собой, начиная от банальной музыки, заканчивая какими-то методичками, игротеками и тому подобное, потому что мы столкнулись в первые дни с тем, что нам не хватало. Мы приехали туда, у нас нет интернета, мы оторваны от цивилизации, такие, а что делать? Им хотелось изучать нашу страну, они уже с нами делились даже перед отъездом, то, что хотят русский язык изучать, приехать сюда, то есть прям уже все под впечатлениями. Мое самое яркое впечатление от Монголии — это, конечно же, природа, непосредственно сама Гоби и пустыня. На самом деле Монголия вся
как одно большое светлое пятно в моей памяти теперь. Каждый день я помню до сих пор. Яркий отпечаток у меня остался – это люди, которые есть там, люди, с которыми нам удалось познакомиться в Монголии, и люди, которые оставили такой мощный отпечаток в нашем сердце.